Он мне говорит, что дрочь, ты бурый. Зверски затравили опоссума. $1 миллион мне, подождите. Даме будет приятно. 3 часов, проведенных в одной кубатуре с Путиным, мне вполне хватило, чтобы понять, давайте нанесем удар по гондурасской военщине. Жизнь моя сложилась таким странным образом, я уже жаловался многократно, что незнакомые люди последние четверть века там останавливают меня на улице, берут за рукав и начинают со мной говорить про Путина. Они просто хотят сделать мне приятное, они знают, что меня хлебом не корми, дай поговорить про Путина. Начну с лирического такого. Одна из моих книг – это альбом, который я сделал вместе с художником Ирой Литманович, аниматор, ученица Наштейна и Хитрука, аниматор, художник, замечательный акварелист. Мне было уже под 60 лет, когда я вдруг сообразил, что книга ненависти и презрения, книга публицистики, а я мараю бумагу на какие-то околополитические темы, в общем, с середины 80-х годов, как только стало можно. Я был в 9 классе, хотел в артисты, книг не читал, я любил кривляться, и мне казалось, что это талант. В 1974 году Табаков набирал театральную студию, я, 15-летний, школьник, пошел поступать. Я читал Табакову из Джерома про попытку Джорджа и Харриса открыть банку ананасового сока. Думал взять чувством юмора. На халяву не прокатило. Табаков велел подготовить к осеннему 3-му туру монолог короля Лира из сцены «Бури». Значит, вы видели меня в 9 классе, это чистый король Лир, это одно лицо. Но я уже не понимал шуток. И в 1974 году я открыл томик шекспировских переводов. Я повторяю, я почти ничего не читал до этого. Играл в футбол, смотрел КВН. Я открыл томик шекспировских переводов. Эта черная дыра меня, значит, утянула в считанные недели. «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки», кричал я на Олега Табакова. Ровно полвека назад, в октябре 1974 года, вздымая небольшие кулаки, я кричал на Табакова, на Райкина, на Фокина, педагогов. То есть в студии никто не смеялся, все понимали, что дело плохо. Дальше случилось самое большое везение в моей жизни. После того, что я родился у своих родителей, а не по соседству, Табаков взял меня, принял меня в эту свою студию. Но Табаков поставил сразу диагноз мне. Я-то хотел в артисты. Табаков сказал головастик. Он поставил мне диагноз головастик. Потому что актер – это же не мозги, не интеллект, по крайней мере, не интеллект в обычном понимании этого слова. Актер – это животное, это биология прежде всего. Ну вот кто был или еще будет, вот Максим Суханов, да? Да, это прежде всего биология, это зверь. И на актерском жаргоне, на актерском сленге, когда один актер называет другого животное, это не оскорбление, это высшая похвала. Это высшая точка, это животное, органика, сила, биология, Джек Николсон. Ну, попробуйте поговорить с Джеком Николсоном на какие-нибудь интеллектуальные темы. Я думаю, вы будете огорчены. Вы будете огорчены. Это большое, сильное животное с энергией, которая переплескивает, передается через экран, с мощной энергией. Табаков разглядел во мне некоторый приоритет, так сказать, ну, какой там интеллект, ну, как мозги. Мозги в глазах, видимо, какие-то светились помаленьку. Он сказал головастик, но такие люди в театре тоже нужны. Люди, так сказать, при театре, такие дрожжи, на которых всходит театр. А Табаков-то мечтал сразу о театре. И он меня взял в режиссерскую группу. И потом наш коллектив, детский театральный коллектив в Дворца пионера Бауманского района на улице Стопани превратился в курс ГИТИСа в 1976 году. И к московским школьникам, нас осталось с того времени 6 человек, из 49, которых он набрал, еще пара человек в режиссерской группе. А эти 6, а может быть вы помните, даже точно помните, 5 вечеров Михалковских. Вот эта молодая пара, Игорь Нефедов, Лариса Кузнецова, да, племянник Гурченко, да, и телеграфистка Катя, его девушка. Это вот Лариса и Игорь, это вот мои товарищи по школьной еще студии, которых Никита Михалков увидел уже на дипломных наших спектаклях на 3-м курсе. И вот к 6 москвичам добавились иногородние. Это был замечательный тот первый табаковский курс, иных уже нет, а те далече. Сережа Газаров,
Вася Мищенко, Лена Майорова, Царствие Небесное. Да, вот замечательный был курс. И я на этом курсе был, в дипломных спектаклях этого курса. Я бегал в массовке наших дипломных спектаклей. «Маугли» и «Две стрелы». «Маугли» были первым режиссерским опытом 25-летнего Константина Райкина, педагога нашей студии. Я бегал, значит, там обезьяной и выл волком в этих дипломных спектаклях в массовке. И когда я хочу растопырить пальцы, то я теперь рассказываю не о том, кого я видел на сцене, а 70-е годы были очень сильными годами советского театра. Да, Эфрос, Васильев, «Современник», Таганка, Питер Брук, Ежи Гротовский, да, разумеется, да, Эфрос, разумеется, Товстоногов, Ефремов. В зале, в подвальчике нашей студии, тогда театром это стало гораздо позже. Демичев приходил, министр культуры с охраной, 9 человек мастеров спорта по стрельбе по бегущим людям. Отдельный это был опыт, я его в книге «Изюм из булки» описал, как мы играли Маугли, и начинался спектакль с того, что мы такими волками уже поднимаемся, и такая волчья атака, долго на зал, и бросаемся на зал, гаснет свет, и мы разбегаемся. Такое шоковое начало спектакля. И когда, а я же маленького роста, и во всех мизансценах я вместе с заслуженным ныне народным артистом Алексеем Якубовым, вот, который мне еще по плечу, мы всегда впереди, чтобы нас было видно. И когда я поднял глаза на зал, чтобы сейчас рвануть, значит, я увидел охранника Демичева, который сидел в первом ряду с оттопыренным этим, который на меня в напряжении смотрел. И мы с Лешей переглянулись, не было гарантии, что мы добежим до Демичева. Это был замечательный курс, и я бегал в массовке, и в зале Табаков лоббировал изо всех сил. Он хотел, чтобы наш курс стал новым московским театром. А была, если помните, кто постарше помнит, «Разрядка», «Союз Аполлон», да, «Детант», можно сказать, да. И Табаков лоббировал, привозил там журналистов, интервью, все. Мы были такие юные звезды. В мае 80-го года гастроли студенческого театра, курс ГИТИСа, мы гастролировали с нашими спектаклями в Венгрии. Нас звали на Бродвей на сезон. Значит, Джессика Тенди и Хьюм Кронин, такая бродвейская пара. И все это еще в мае. Но, как вы помните, в 1979 году в декабре случился Афган, да, бойкот Олимпиады, все начало стремительно раскручиваться в обратную сторону, в какую мы примерно представляем сейчас. В мае 80-го года мы играли наши спектакли в Будапеште, а в ноябре 80-го года я стоял лысый дурак в Забайкальской ордена Ленина мотострелковой дивизии в Чите. Нас всех поразогнали, кого куда, меня вот в эту самую Брежневскую образцовую дивизию. Я пошел в армию. Ну, что значит пошел, кто меня спрашивал? И вот из армии, видимо, я уже вернулся немножко писателем, потому что опыт, который я получил, так сказать, в армии, это был для меня, ну, это вообще для всех травматичный опыт, но для меня это было просто путешествие на другую планету. Я был мальчиком из хорошей московской семьи, я не верил своим глазам. Мы с советской армией друг к другу сильно не подошли. То есть мы смотрели друг на друга, причем я в глазах советской армии читал встречное изумление. Они думали, что я над ними издеваюсь. А я не знал, например, званий, я не различал лычек. Я легко отличал Глинку от Баха и Товстоногова от Эфроса. Но вот это вот поперек, вдоль, широкое, узкое. Я не знал, как к ним обращаться. Я спрашивал, простите, как я могу к вам обращаться, спрашивал я у старшего сержанта страшного чечена Вахи Курбанова. А он был уверен, что я над ним издеваюсь, что я просто его, как сейчас говорят, троллю. Он мне говорит, Шендерович, ты бурый, ты бурый, ты... А я не понимал, что такое бурый. Я уточнял, что такое бурый. Ну, потому что мишки бывают бурые. А что такое бурый? Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Я выживал с трудом там, но я выжил. Это же была образцовая Брежневская дивизия. Я, наверное, забыл сказать. Там служил Брежнев в 1935 году. Те, кто постарше помнят, кроме «Малой земли» и «Возрождения», еще была книга «В песчанке близ Читы». И это была образцовая дивизия. Я должен был вернуться лейтенантом. Меня сняли с офицерских сборов за разложение личного состава. На всякий случай должен уточнить, что это было моральное разложение. На физическое у меня не было сил к тому времени, поверьте. Вот.
Вообще, раз уже об этом, то надо сказать, что в армии мысль о женщинах пропадает на третий день. И хочется только, чтобы ушли вон все мужчины. Никаких других желаний, надо сказать, в армии долгое время не возникает. Это было моральное разложение личного состава. Я им в 81 году в Брежневской дивизии образцовой своими словами рассказывал решение 20-го съезда партии. Это было совершенно лишнее. И меня сослали на дивизионный хлебозавод, кусок, значит, за колючей проволокой в каких-то сопках, вдалеке, еще ближе к Китаю. И мы там пекли плохой хлеб для наших сослуживцев боевых. Вот. А я был единственным политическим, там остальные были нормальные уголовники. Ну, то есть как, кто-то по пьяни перевернул грузовик, кто-то кому-то челюсть своротил сильнее нужного. Такая была публика специфическая там. Я был единственным политическим, со всеми вытекающими из этого последствиями. Те, кто читали Шаламова с Солженицыным, прекрасно понимают эту диспозицию. И за 2 недели до моей демобилизации случилась история, которая стала началом, вот я после этого начал писать. Мои сослуживцы поймали здоровенную крысу, хлебозавод же, вот, и целые сутки ее мучительно убивали. Это занятие объединило весь личный состав хлебозавода. Пришел лейтенант, чтобы поучаствовать. И причем отворачиваться запрещалось, я должен был на это смотреть все. Это была сильная история, это было за 2 недели до дембеля. И первое, что я сделал, демобилизовавшись в мае 1982 года, я начал записывать, я начал писать то, что я видел. Мне казалось, это было абсолютно детское мессианское ощущение, что до меня этого никто не видел, и я должен об этом рассказать. Хотя, конечно, моя служба была абсолютно типовой, ничего особенного в этой службе-то не было. И я начал писать, вот армейские рассказы. Я начал писать то, что видел. С Брежневской дивизией получилось так, у нас с Брежневым такие отношения. Я демобилизовался, и он тут же умер. С обороноспособностью было, видимо, покончено к этому времени. И я, андроповские уже времена, я начал носить, 25-летний, я начал носить по редакциям московских журналов эти рассказы про жизнь образцовой Брежневской дивизии, один другого выразительней. В редакциях от меня просто шарахались. Они столбенели при моем появлении, говорили: не ходите больше сюда, пожалуйста, не ходите к нам больше. А я не понимал, я был абсолютный теленок. Почему? Я же рассказ принес, ну почитайте, не понравится, я еще принесу. Давай, я хочу, мне нравилось писать. Я не понимал, почему они просили не приходить. А просили они не приходить, потому что они за меня боялись. Они должны были не просто не печатать такие тексты, они были обязаны доносить о существовании этих текстов наверх, в главное политуправление. И, в общем, я с особистами-то имел дело еще в армии после этих всех моих разговоров, а тут это рисковало продолжиться все. Я совершенно не понимал, я был советский мальчик, на уровне Сталин плохой, Ленин хороший, то есть я совершенно не был диссидентом. Я совершенно не понимал, почему, собственно, мне нельзя. И вот отсюда начинается замечательная история о моем литературном, несостоявшемся, но совершенно блестящем дебюте. Я вот этот рассказ про убиенную крысу носил и давал читать. И моя знакомая, юная переводчица, которая по симпатии давал, значит, читать этот рассказ и другие, она мне сказала: слушай, хочешь, я покажу твой рассказ Ланиной? Еще бы я не хотел. Татьяна Владимировна Ланина была заведующим отделом поэзии журнала «Иностранная литература», лучшего, как вы понимаете, советского журнала тех лет, потому что по понятным причинам в иностранке можно было то, чего, значит, было нельзя в других журналах. Поэтому мы, те, кто постарше, я обращаюсь к ровесникам, читали, конечно, лучшие тексты в лучших переводах, причем именно в лучших переводах, потому что, скажем, поэзия, именно потому что нельзя было печатать свое, поэты кормились переводами. И да, переводчиками были Тарковский, Липкин, Самойлов, Акуджава. Да, это все были переводчики. Акуджава вспоминал как-то, что он переводил в 50-х годах, работая еще в Калуге, он кормился тем, что переводил северокорейских поэтов в 50-х годах.
Акуджава, я был на встрече с ним когда-то школьником, запомнил, он цитировал: «Дорогая, сейчас я поверну рубильник, и наша Родина зальется электрическим светом». Вот, значит, он это переводил километрами, причем Акуджава говорил, выбирал специально похуже, потому что за хорошее и плохое платили одинаково, а плохого не жалко. И он, значит, шарашил километрами про, значит, запуск электростанций. Вот. А тут, значит, возможность, возвращаемся, Ланина, возможность показать мои тексты редактору такого класса, в такой журнал. Я пришел, ну, мнение услышать. И через какое-то время эта моя знакомая говорит, зайди к Ланиной, она хочет с тобой о чем-то поговорить. Я трепеща зашел в кабинет на Пятницкой улице, в иностранку. В маленькой комнате в клубах дыма над горой рукописи я увидел старую, как мне тогда показалось, женщину седую. Она была лет на 5-7 моложе, чем я сейчас. Старуха. И она, значит, так в клубах дыма рассмотрела меня так поверх рукописи. Увидела, видимо, то, что ожидала увидеть. Она сказала: Виктор, ну я прочитала ваш рассказ. Рассказ-то хороший. Вы хотите увидеть его напечатанным? Я сказал, да. Ланина сказала, это возможно в нашем журнале. Я спросил, как в вашем журнале? Иностранная литература. Ланина сказала, это будет перевод. Я спросил, как перевод, с какого? Ланина ответила безошибочно, с испанского. Ланина спросила, где у нас хунта? Я был образованный мальчик, я сказал Чили, Гватемала, Гондурас, я сказала Гондурас. Солдаты гондурасской хунты зверски затравили опоссума. Будет дивный антивоенный рассказ, ваш перевод, ваша фамилия. Найдем студента из Патриса Лумумбы, переведем все это туда-сюда. Сопки, горы, Иван Хуан, лейтенант Тененте. Давайте, сказал он, давайте, Виктор, давайте нанесем удар по гондурасской военщине. Дальше мне неловко рассказывать. Я был юный, гордый идиот, и я отказался. Я не знал слова постмодернизм, я не понимал, какая прекрасная эта игра, какое чудесное начало. Я хотел правды, понимаете, вот мне хотелось рассказать правду про эту вот советскую армию, которую, значит, по мне прошлась. Я хотел правды. Я что-то начал такое говорить, что я ничего не знаю про гондурасскую хунту, я знаю про нашу. Ланина смотрела на меня, значит, с жалостью. Я Ланину агитировал против советской власти. Это было что-то с чем-то, потому что потом я узнал, она была в переписке с Бродским, она вообще была тот еще человек. А я ей что-то объяснял. Потом я сказал, я не знаю, кто такой опоссум, сказал я. Ланина сказала, вам не все равно, его уже убили. Я сказал, нет, нет, гордый дурак. И ушел. И когда я уходил, она сказала мне, Виктор, вы не торопитесь, вы подумайте. Думал я 16 лет. В 99 году случайно я узнал, что Татьяны Владимировны Ланиной больше нет на белом свете. Я вспомнил эту историю и решил, что лучше поздно, чем никогда. И рассказ «Опоссум» опубликован во второй книжке журнала «Иностранная литература» за 2000 год. Мой перевод, как она и обещала, естественно, с этой историей, естественно, с посвящением светлой памяти Ланиной. Автор рассказа вечно молодой гондурасский писатель. Его зовут Хулио Сакраментес. Он перед вами. Рассказ «Крыса» был напечатан только в 2006 году, в первой книге моих, когда я рискнул издать свою прозу, не юмористику, потому что так получилось, что я писал вот эту драматическую прозу, я пытался писать стихи, я был вообще очень, так сказать, драматично устроен и настроен. Левой ногой были написаны какие-то там шутливые тексты. «Деревня Гадюкина», да, там, в которой идут дожди.
Потом мой приятель, рижанин, кстати, Борис Розин, автор Геннадия Хазанова, Хазанов читал его тексты. Розин познакомил меня с Хазановым, я принес эту деревню Гадюкина и проснулся, в общем, более-менее знаменитым, потому что, ну не знаменитым, но уже немножечко богатым. Потому что первые деньги, которые мне принесла литература, это были деньги, конечно, от Геннадия Хазанова, значит, потому что он начал читать мои тексты, деревню Гадюкина, и я проснулся в какой-то момент с этим лейблом на себе писатель-сатирик. А сатирик, как замечательно однажды печально сказал Аркадий Михайлович Арканов, сатирик – это плохая приставка к хорошему слову писатель. Ну, потому что все-таки это воспринимается как какая-то площадка молодняка. Вот где-то есть серьезная литература, а где-то есть, ну, юмористика. Ну, там площадка молодняка такая, ну там, где те, кто не умеет написать роман, они вот, ну, там, юмористика. Это граница психологическая очень сильная. И хотя я вот даже не так давно с замечательным Сергеем Ивановичем Чуприниным, я им принес повесть, которую они напечатали в «Знамени», сатирическую повесть, памфлет. И Чупринин взял повесть, все одобрил, сказал, ну это все-таки, это памфлет, это филитонистика, это не вполне литература. Я говорю, как? Я спросил, а Дорошевич, а Верченко? Он сказал, ну все-таки это не совсем литература. Я сказал, знаете, если Дорошевич, а Верченко это не совсем литература, я согласен быть не совсем литератором. Ну, в общем, я попал в этот цех, Хазанов меня, значит, читал несколько лет, а потом случилась программа «Куклы», в которую меня пригласил писать Григорий Горин, которого позвали, в «Куклы»-то позвали Горина. И Горин позвал меня подмастерьем. И я согласился, еще у этой программы не было названия, лето 94-го года, 30 лет аккурат, да, Горин, приезжайте тут, кстати, как это, телевидение, заработаем денег. Вот, потому что телевидение это же это про деньги. Писатель пишет что-то, но это не про деньги. А вот там телевидение, радио, это такой отхожий промысел, где можно было подкормиться. Я пришел счастливый к Горину на Аэропортовскую улицу. Он курил, мы ели мороженое, он травили байки. Время от времени он вспоминал, зачем меня позвал, и говорил, ищите концепцию. Ищите концепцию, что я вас кормлю, ищите концепцию. Ну, в общем, он больше меня кормил, чем мы искали концепцию. Я неделю провел, значит, в доме Горина, совершенно счастливый. Мы трепались, время от времени вспоминали, зачем, ладно, что-нибудь придумаем. Но, видимо, я опустошил холодильник в доме Гориных, потому что однажды, когда я позвонил в дверь, дверь открылась, в дверях стоял мрачный Григорий Израилевич с трубкой в зубах, и, не впуская меня в квартиру, спросил, нашли концепцию? Я понял, что больше мороженого не будет. Я сказал, нет, Григорий Израилевич, я не нашел. Он сказал, а я нашел. Покурил, взял паузу, он это умел. И через паузу сказал, надо взять у них денег и скрыться. Это была первая концепция программы «Куклы». Иногда я жалел, что мы ее не реализовали, именно ее. Потом я что-то действительно придумал, ну и, значит, Горин тут же радостно сказал, о, вот вы и пишите. И устранился. Он не хотел писать никакого телевидения. Вот. И я оказался, значит, внезапно этим самым единственным в итоге автором программы «Куклы», на что я не подписывался, потому что я действительно думал, что это будет какой-то отхожий промысел, там раз в неделю, думаю, раз в месяц что-нибудь напишу, а 3 недели свободны для того, чтобы писать то, что хочешь. Получилось, как получилось, и грех жаловаться. С «Куклами» получилось так, что она придумывалась как юмористическая программа. Ну, Черномырдин, какие-то там, да, какая-то такая жизнь, скорее юмористическая, чем сатирическая. Но так прямо, это то, что называется «Бог не фраер». Выход программы «Куклы», ноябрь 1994 года, первые сюжеты, день в день совпали с началом Чеченской войны. То есть это буквально совпало. Если помните, что это было и какой это шок был, да? Вот это силами десантного полка за 2 часа.
тысячи обгоревших трупов, еще было свободное телевидение, еще страна все это видела, весь этот ужас. Да, все эти казни, все эти отрезанные головы, обугленные тела. И, естественно, программа «Куклы» внезапно, она по факту стала сатирической. И я вдруг понял, что у меня появилась возможность, которой не было ни у меня и ни у кого. У меня появилась возможность дать пощечину, которая будет слышна на всю страну. И программа мгновенно стала сатирической, мгновенно это совершенно поменяло интонацию. Я понял, что это главное дело, которым я должен заниматься. И полгода каждая программа могла стать последней, были большие проблемы. И все это взорвалось в июне 1995 года, когда после программы «На дне» было заведено первое уголовное дело. Я рецидивист, у меня 6 ходок. Значит, а первое дело было счастливым для нас, потому что оно, собственно, сделало из меня сделали телезвезду, потому что никто же не читает титры, но «Куклы и куклы» на канале НТВ. А тут уголовное дело. Я знаю день, когда я проснулся знаменитым, 15 июня 1995 года. 13-го уголовное дело, 15-го пресс-конференция в гостинице «Славянская Рэдиссон», которую давали я, Игорь Малашенко, глава НТВ, кукла Ельцина, кукла Черномырдина. Мы вчетвером давали эту пресс-конференцию. Мы с Игорем говорили, эти резиновые болваны что-то кивали, был дикий успех. И я начал ходить в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Полгода ходил к старшему следователю Костину. Статья 131, часть 2. Лена, кто бы мне сказал, что я буду знать наизусть статьи Уголовного кодекса? Сейчас ее нет, не вспоминай. Умышленное оскорбление должностного лица, нанесенное в непристойной форме. И я ходил к следователю Костину в Следственное управление Генпрокуратуры, и мы полгода с ним разговаривали, вежливые разговоры. Его сняли для расследования преступлений программы «Куклы», его сняли с убийства Листьева. Это был следователь по особо важным делам. Но, видимо, есть вещи важнее, чем убийство Листьева. Например, выяснить нашу попытку оскорбить должностное лицо. Мы полгода вели разговоры со следователем Костиным. Милый, вежливый, молодой, корректный человек. Но, к счастью, я уже читал к тому времени и Солженицына, и всех других, и понимал, что вежливый следователь – это самое опасное. Он меня подводил очень аккуратно, собственно, к тому, чтобы я подписал очень простую вещь, что ему надо было, чтобы зафиксировать, что там на экране был президент России Ельцин Борис Николаевич. А мне всегда казалось, что это 7 килограмм резины и поролона. А он говорил, нет, это Ельцин Борис Николаевич. Я приносил на допрос эту расчлененку. Отдельно руки резиновые, латексные, да? Отдельно глазки. Где проволочки? Где, собственно, Ельцин? Мы провели в этих беседах полгода. Закончилось тем, что посадили генерального прокурора. Это иногда бывает в переходные периоды. И хотя, конечно, это сделал не я, но я начал загадочно закатывать глаза, давая понять, что кто с нами свяжется, 3 дня не проживет. Они еще не успели закрыть это уголовное дело, а к нам потянулся ручеек политиков, которые поняли, которым объяснили то, что западный политик знает с рождения, что карикатура – это признак популярности, что это хорошо, что он тебя рисует карикатуру, значит, тебя узнают, значит, ты известен. Приводили в пример де Голля, который там всегда вызывал свой штаб, если его перестали рисовать во французских газетах, значит, ты выходишь из фокуса. Да? Им все это объяснили. Нас еще не успели закрыть это уголовное дело, а к нам потянулся ручеек политиков, которые хотели попасть в программу «Куклы». Станислав Сергеевич Говорухин хотел, чтобы его лысый двойник с трубкой, значит, попал в нашу программу, предлагал, значит, $20 000, помню. Ну что такое $20 000? Это на булавки. Это на булавки. Цены другие. Стою я, значит, мою посуду. Измайлова, квартира моя, нормальная жизнь, мою посуду, мусорное, значит, ведро с горкой, тараканы по мне ходят. Идет нормальная жизнь. Звонок, еще не было никаких наушников. Я так пытаюсь совмещать что-то. Мне говорят, да, добрый день, Виктор, с вами говорят по поручению такого-то, такого-то. Вы знаете, я говорю, да, чем могу быть полезен? Вы знаете, он хотел бы стать президентом Российской Федерации. Я говорю, очень приятно, чем я могу, так сказать,
тут у своего помойного ведра, так сказать, как-то поспособствовал. Ну, знаете, он хотел бы стать президентом в 2000 году, а сейчас он хотел бы просто как-то попасть в программу «Куклы». И я говорю этому посланцу все, что говорил много раз уже до этого, что, к сожалению, при всем уважении к неизвестному кому-то бу-бу-бу-бу-бу, я не знаю этой фамилии, но для попадания в программу «Кукла» нужна известность, нужно узнавание. Да? Он все это выслушивает, говорит, я очень уважаю да, вашу позицию. Решите мне сказать свою. Я говорю, да, пожалуйста. Он говорит, $1 миллион. И через паузу говорит, вам. Что не на программу, а вам. Ну, так тараканы на мне как-то замерли, остолбенели. Я тоже как-то еще мою посуду, потом думаю, что я ее мою, эту посуду? Какая посуда вообще? $1 миллион мне, подождите, какая... Выносить ведро, не выносить ведро, да поджечь квартиру, подождите, $1 миллион, подождите. Да, я как-то, потом все-таки я унял тараканов и направил его в сторону продюсера, значит, был такой Василий Григорьев, он был Вася Григорьев, но в титрах, поскольку он давно жил в Булонском лесу к тому времени, то в титрах, кто помнит, он был Базиль Григорьев с 2 «ф». А с 2 «ф» это другая смета сразу, чтобы вы понимали. Это не Вася, это Базиль, да? Это другие деньги. Я в сторону Базиля, значит, направил этого. Ну, потом Васе звоню, говорю, да, а мы же планировали какой-то многосерийный, мы хотели полнометражный с Пичулом делать, полнометражное кино какое-то. У нас фантазии были сумасшедшие. И я говорю, да, Вась, конечно, черт, на $1 миллион можно неплохо обновить программу. И умный Вася сказал, Вить, на $1 миллион можно неплохо обновить жизнь. Сказал мне. Ну, мы отказали, конечно, что? О чем речь? Через 2 недели выяснилось, что фамилия этого неизвестного, который хотел мне дать $1 миллион, была Брынцалов. Брынцалов, вот те, кто помнит, аж взвыли. Он появился в полной красе, со своей физиономией, куклы никакой не надо. Со своей этой женой, со своими повадками блатными. То есть готовая кукла. Вот, ушел поезд. Но я перекрестился, конечно, мысленно, потому что, бандит, никаких, чтобы, так сказать, шутки шутками, никакого миллиона бы никогда не было, да? К этим ребятам, если ты идешь, если ты, да, коготок увяз, от всей птички, если ты шаг в их сторону делаешь, если ты им чем-нибудь обязан, ты попался навсегда. Просто, да, никакого миллиона не будет, а убить могут. И я внутренне перекрестился, что я не пошел к этому на работу к Брынцалову. Время было вполне драматичное, но, конечно, остались, я, так сказать, что грузить драматизмом, остались байки. Да, здесь неподалеку живет Геннадий Хазанов. Мы сотрудничали с Хазановым, он читал эту «Деревню Гадюкина» и другие мои тексты. А потом наши пути разошлись, и творческие, и политические пути разошлись. Но я как-то не уследил за эволюцией друга Гены. В 95 году он пригласил меня с женой на свою серебряную свадьбу. И я пришел на серебряную свадьбу к другу Гене, в ту же самую, что интересно, гостиницу «Славянский рейс», в банкетный зал. Но я повторяю, я не следил за его эволюцией, потому что первое, что я увидел, войдя в банкетный зал, это был Кобзон. Я не знаю, что вы знаете про Кобзона. Многие, может быть, думают, что он певец. То есть он, конечно, пел в свободное время. Но вообще-то это был криминальный авторитет, серьезный очень. Известный криминальный авторитет. И первое, что я увидел, был Кобзон. Тут же Сосковец, Коржаков, Шумейко, Бородин. То есть вся банда в сборе. А я же пишу куклы, и главное, я не имел права с ним ни с кем быть знакомым. Потому что, такая, я берегся. Ничего личного, я даже с Немцовым познакомился уже потом, после того, как закончились куклы, потому что ты не имеешь права с ним ни с кем дружить. Это гигиена профессии, потому что вот один раз там не уберегся, вот присел за столик, вот ты встретил его где-то в клубе в московском с женой, с дочкой, посидели, чай выпили, чай баранки, ничего, никаких деловых разговоров. А потом придет время дать ему пощечину в программе «Куклы», и ты вспомнишь его жену, его дочку, чай с баранками, и тебе неловко, и рука тормозит, а рука не должна тормозить. И я берегся, чтобы с ними не быть знакомыми, а тут не уберегся.
И там Коржаков был. А Коржаков был, собственно, главным человеком в России в то время. Собственно говоря, он был даже не человеком номер 2, а, подозреваю, человеком номер 1, потому что от него зависело, что и с кем пьет Ельцин. Да? С Чубайсом или с ним. От этого, так сказать, зависела политика, с какой ноги встанет Борис Николаевич. Шутки были одинаковые в тот вечер у всех. Каждый первый подходил ко мне и говорил: хочешь, познакомлю? Про Коржакова: хочешь, познакомлю? Я говорил: нет, нет, нет. Но я не уберегся. Подошел хозяин вечера, Хазанов сказал: Вить, я бы хотел тебя представить Александру Васильевичу. Я сказал: Ген, я не хочу. Он сказал: но он очень просил. Таким образом, я дал аудиенцию генералу Коржакову. Он взял меня прямо не за пиджак, а прямо за мясо, за трицепс. Здоровый кремлевский курсант, здоровый лось. И начал меня водить вот так по банкетному залу и впрямую вербовать. Надо ему отдать должное, он был честный человек и есть. Он прямо вербовал, он не валял дурака. Он говорил: Виктор, давайте дружить. Давайте дружить. А год был 95-й, зима, шел к власти Зюганов, и они думали, что надо договориться с программой «Кукла» и с НТВ, и тогда все будет хорошо. И он со мной пытался дружить. Он дал мне свою визитную карточку, такой квадрат лакового черного картона с этим мутантом золотым, значит, двуглавым. Сказал: Виктор, значит, давайте договоримся так. Дал мне эту карточку. Будете что-то писать, звоните мне, проконсультируйтесь. Я представил себе титр: главный консультант программы генерал Коржаков. У меня выпитое носом пошло. Я, значит, по счастью, я вот эту карточку никуда не убрал, я так и держал в руке. Я ему сказал: Александр Васильевич, знаете, вот у вас есть в вашей профессии какие-то ограничения, у меня тоже есть ограничения, я не могу звонить в Кремль, пока я пишу программу «Куклы». Он молча забрал у меня эту визитную карточку из пальцев, положил в карман, правильно сделал. Это была не визитная карточка в нашем понимании, будем знакомы, вот мой телефон. Это была индульгенция на совершение преступлений средней тяжести. С такой карточкой визитной, с таким другом можно было очень много проблем решить в Москве в 95-м году. Да? Мне что, Саше позвонить? Да, у нас какие-то там с вами проблемы? Чтобы Саше позвонить, чтобы приехали, вас положили вниз лицом и отпинали ногами? Да? Эта карточка была угрозы. Это было... И он ее просто так не раздавал. Нет, не договорились. Обратно. Этот вечер был богат на репризы. Пока, значит, меня квадратом водил и вербовал Коржаков, моя жена одиноко сидела за столиком. Ей все вокруг говорили: вернет, вернет, вернет. Погуляет и вернет. Погуляет и вернет. А время было уже позднее. И из соседнего ресторанного зала, крепко взяв на грудь, вышел Павел Павлович Бородин, заведующий хозяйственной частью Кремля, так сказать, большой, красивый, обаятельный человек. Увидел одиноко сидящую молодую женщину за столиком и задал ей вопрос, выдавший в нем главного завхоза страны. Он спросил: чья? Учитесь, мужчины, учитесь. Не как вас зовут, не какие у вас планы на вечер, да? Чья? И когда ему из соседних столиков рассказали чья, он как минимум с отеческим сочувствием сказал: уходи от него и возвращайся к жизни. А через 10 минут после этого, я говорю, когда реприза пошла косяком, так уж пошла, мы стоим в гардеробе, разъезд, и стоим мы в таком дивном национальном составе. Я, Хазанов, Коржаков, Бородин. То есть счет 2-2. Если с женами, то 4-4. И Коржаков пьяный продолжает это свою: Виктор, ну давай, ну Геннаш, ну скажи ему, ну Виктор, ну давайте дружить, ну что вы дичитесь, я запомнил этот глагол, что вы дичитесь, да, что это такое, ну давайте, мы же все тут, ну. И я уже старался просто это, ну как, не слышать, это вот Бубнилова. И в какой-то момент Коржаков, увидев, что я его довольно демонстративно уже не слушаю, вдруг протрезвел и с ясной угрозой в голосе сказал: Виктор, но ведь нам жить в одной стране, сказал генерал Коржаков. На что я ответил: ну я надеюсь. Потому что это был декабрь 95-го года, через 3 месяца выборы, и Зюганов шел к власти, а при Зюганове мне было по-всякому не жить в России, потому что я был с 93-го года, с октября у них в расстрельных списках. Я сказал: я надеюсь, что в одной стране. Коржаков не понял, о чем я, а Хазанов рассмеялся, понял.
Бородин тоже понял. И это был момент истины. Прямо с большой болью в голосе он сказал: Виктор, сказал, но нам-то с ним некуда уезжать. Показав на Коржакова. И, помолчав, добавил: а здесь у нас все есть. И это был прямо такой, значит, момент истины. Ну вот, и потом все покатилось, куда покатилось. Я все-таки соскочил немножечко на политическую историю. Я же писал, покатилось, куда покатилось, и, может быть, именно потому, что у них все было, вот еще никакого Путина на горизонте-то не было, но было уже понятно, что маятник летит туда, потому что со словами демократия, либерализм стали ассоциироваться вот эти люди. Не академик Рыжов, не профессор Афанасьев, да, не Сахаров, не Гайдар, а вот эти. Да, вот это, так сказать, уголовщина. Они все были либералами, демократами, и поэтому от этого слова уже у россиян сводило скулы. И было понятно и довольно неизбежно, как сейчас, мне кажется, хотя об этом говорили и до всякого Путина, что маятник уже летел куда-то туда, в сторону восстановления ценностей, вот в эту сторону. 97-й год. Порядок слов. Мальчик, скажи слово «духовность». Духовность. Ах ты, Господи, получилось. С первого раза какой способный мальчик. Так, теперь нравственность. Нет, только не лыбся. С чувством так, нравственность. И башкой покачает. Не, ну почему больной? Просто упала. Она ж падает, вот, молодец. Так, теперь скажи патриотизм. Только башкой мотать перестань. Не, парень, громче скажи. Тут нельзя стесняться. Это такое слово. Кто его громче всех скажет, тот и победил. Так, теперь сурово вокруг посмотри, кто тут не патриот. Подать его сюда. Желваки пошли. Суровее взгляд, желваки крупнее. Так, теперь говори «Россия». Нет, так, длиннее, на выдохе, по-настоящему «Россия». О, так, теперь давай слезу, давай, скупую мужскую, давай. Блять, потому что страдаешь. Не задавай идиотских вопросов. Дайте ему кто-нибудь водки и глицерину. О, пошла слеза, отлично. Так, теперь говори «Вера». Просветленней, сучонок, Вера. Так, теперь пальчики в горсточку и шуруй накрест. Я тебе потом объясню, зачем ты, делай пока. Не. 3 пальца нужно. Нет, это 5. Ты что, считать не умеешь? Здорово. А писать? Отлично, парень, отлично. Голова легкой должна быть. Чем меньше знаний, тем крепче убеждения. Слова учи, парень, слова учи. Большое будущее ломится в двери. Вырастешь, запустим тебя в электорат, сделаем духовным лидером нации. А что значит не захочет? Кто ее когда о чем спрашивал, эту нацию? Дурачок ты еще малолетний. Давай, маленький, давай от печки скажи слово «духовность». Ну что, еще напомнить про 90-е? По ностальгии пойдем? Как говорил шекспировский шут в «12-й ночи», вам про любовь или со смыслом? Со смыслом. Специальное предложение. Здравствуйте, у вас есть минутка? У меня их полно. Где вы проводите свой отпуск? Да вот тут и провожу. Вы хотели бы отдохнуть за границей? Я хотел бы, конечно. Поздравляю, вас ждет ривьера. Меня? Вас? Кто вам сказал? Я сам вижу, ждет. Не дождется. Я бюджетник. Тогда вам нужен таймшер. Зачем? Забыться. Я не могу забыться, у меня семья. Вам надо забыться вместе с семьей. Вы предлагаете мне яду? Нет, я предлагаю полупансион с бонусом. Кто это? Приходите на презентацию, расскажу. А горячее будет? Нет, но вы будете приятно удивлены.
значит, будет горячее. Нет, горячего не будет, но мы сделаем вам специальное предложение. Специальное. Мне. Так, ну-ка, сделайте сейчас. Ну, видите ли, речь идет о вилле на Лазурном берегу. Где такой берег? Во Франции. 3 этажа, 2 бассейна, парк с розарием, яхта с джакузи, всего 300 акров. А на сотке это сколько? На сотке вспотеете считать. От города далеко, от Монте-Карло полчаса. Угу. Удобство в доме? Беру. Там еще 2 площадки для гольфа. Ну ладно, я же вам сказал, я беру. Ну-ка покажите, где это. Ага, широта, долгота. Спасибо, я записал. А зачем вам широта, долгота? А мне без этого нельзя. Простите, я не понял, у вас кэш или чеком? Что? Ну, деньги чеком или налом? Нет. О деньгах вы вообще забудьте. Видите ли, я 30 лет ковал для страны ядерный меч. У меня теперь ничего нету, кроме вот этой красной кнопки. Погодите, но эта вилла стоит, это она сейчас стоит. А нажму на кнопку, цена упадет. Вы меня не сердите. Я зарплату за январь еще не получил. Мне нажать на эту кнопку, как вам почесаться. Я же вам сказал, я беру. Нет, это невозможно. Посмотрите, я правильно записал координаты. Я завтра приеду, и чтобы яхта стояла возле джакузи. '99 год. Я отдыхал, я же работал на телевидении, и неделями не выходил из этого Останкинского куба. И когда потом нас повыгоняли, и добрые люди, желая сделать мне приятное, говорили, вы, наверное, соскучились по телевидению. Они не представляли, до какой степени они не угадали. Я видеть не мог этого куба. Я там жил несколько лет, я наружу редко выходил. 2 программы в неделю. Когда наступил 99 год, отпуск, лето, штат Нью-Джерси, я у своих одноклассников, любимейших друзей, расслабился и написал такое лирическое: в пейзаже необезображенном, себе заваривая чаю, я Примакова от Степашина 4-й день не отличаю. Потом я посмотрел дату написания этого нехитрого стишка, оказалось равнёхонько 9 августа 99 года. Ровно в этот день нам вывели из кремлевских палат никому неизвестного Владимира Владимировича. Но тут стало, конечно, не до Примакова и не до Степашина, как вы помните, очень скоро. И в 2000-м я написал стишок, который так и называется, 2000 год. Я написал его в соавторстве с Лермонтовым. Как сказано было, меньше не имеет смысла. Пару гениальных строк я обещаю. Прощай, свободная Россия, наследственности не избыть. Опять мундиры голубые нас учат родину любить. И в день стошнит еще 3 раза, пока не выгонят в зашей от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Из цикла «Театр черной ходики» я писал такие короткие пьесы, потом расписался до длинных, а начинал с таких совсем коротеньких. Выпускной класс. Учительница: так, открыли тетрадки, записали тему экзаменационного сочинения «Демократия в России». Написали, теперь разборчиво подписались, закрыли тетрадки и сдали. Закрыли и сдали, я сказала. Голос с задней парты: а сочинение? Учительница: рот закрой, занавес. Поскольку это все ностальгия, очень важно, я буду называть год написания. 2001 год, происхождение рейтинга. Добрый вечер, здравствуйте. 324 42 12? Да. Буров Степан Ильич? Да. Буров Степан Ильич, вы как к Путину относитесь? Я? Вы. А кто говорит? Говорит в ЦИОМ. Кто? Центр по изучению общественного мнения. Повторяем наш вопрос. Как вы относитесь ко 2-му президенту России, Путину Владимиру Владимировичу?
А почему я? Степан Ильич, не волнуйтесь, ну это займет 2 минуты. У вас ведь есть 2 минуты? Нет. Я занят, я ем. Поймите, это очень важно для всей страны. Скажите, как вы оцениваете деятельность второго президента России Путина Владимира Владимировича и ешьте, пожалуйста, с чистой совестью. Как я оцениваю деятельность Путина? Да. Вот лично я? Да. Но я могу ошибаться. Нас интересует именно ваше мнение. Варианты ответа: хорошо, очень хорошо. Скорее хорошо, чем плохо. Скорее плохо, чем хорошо, чтобы он вообще пропал. Нет. Что? Я этого не говорил. Чего? Я ничего не говорил, я ужинал, у меня 2 детей. Как они будут без отца? Степан Ильич, откуда вы знаете мое имя? У нас все данные. Вы не в ЦИОМ. А кто? Я вам не скажу. Степан Ильич, не трогайте меня, я вас умоляю, оставьте меня в покое. У меня гипертония, у меня сахар, я старый человек. Буров, прекратите истерику. Отвечайте, как вы относитесь ко второму президенту России, Путину ВВ. И идите и кушайте с чистой совестью. Я уже не хочу ничего, я не хочу кушать, я ничего не хочу, я старый человек. Буров, вы всех достали. Быстро отвечайте, как относитесь к Путину, идите куда хотите. Варианты ответа: хорошо, очень хорошо. Не надо. Больше вариантов не надо. Отношусь хорошо. Хорошо или очень хорошо? Очень, очень, очень. Ну вот видите. Ну и почему было не сказать сразу? «2005 год, ностальгия продолжается. Галопом по Европам, точнее по временам. Все меньше, точнее, галопом по территории все меньше напоминающей Европу, я бы так сказал. 2005 год, разговор президента с народом. Он, помните, с народом разговаривал долгое время. Подготовительный этап. Действие происходит в 5 часах езды от Москвы на восток. Действующие лица: консультант, Маша, его помощница, и мальчик. Маша, входя: Николай Ильич, только что звонили из аппарата, они хотят старушку с вопросом про пенсии. Консультант: старушка уже репетирует. И солдаты с благодарностью. Маша, солдаты стоят в чистом поле уже 3 дня. Все страшно благодарны. А еще они хотят мальчика. Солдаты. Нет, Москва. Они хотят мальчика, 10-11 лет, смышленого, славянской внешности, чтобы он спросил у президента что-нибудь трогательное. Маш, ну я не идиот, я же догадался зачем. Ну найдите кого-нибудь. Мальчика я, между прочим, уже привела. Вот, умница. Надеюсь, он сирота? Нет, но можно организовать. Найти другого. Куда другого? Времени нет, давай этого. Вводят мальчика, консультант: Орел, тебя как звать? Мальчик: Андрюша. Консультант: Андрюша, завтра с тобой будет разговаривать президент. Ты знаешь, кто у нас президент? Мальчик: Путин. Консультант: правильно, а звать как? Мальчик: Андрюша. Консультант: Маша, вы кого привели? Мальчик славянской внешности. Нам нужно смышленого, Маша, смышленого. Ой, Николай Ильич, вы остальных не видели. Понял. Мальчик, собери мозги в кучку. Президента зовут Владимир Владимирович. Завтра он будет разговаривать с тобой по тарелке. Мальчик: по тарелкам не разговаривают. Консультант: Андрюш, я тебе ногти вырву, хочешь? Мальчик: нет, тогда ничего не говори, просто слушай, запоминай. Завтра с тобой, засранцем, будет разговаривать целый президент России. Ты с ним вежливо поздороваешься и спросишь. Маш, что он спросит? Маша: который час? Консультант: Маш, вам надо немного поспать. Маша: поспать, холод собачий, воды горячей нет, ничего нет, 5-й день в этой жопе, Николай Ильич, я больше так не могу. Уходит в рыданиях. Консультант: я, значит, могу, да, я могу. Пьет воду, замечает мальчик: ты кто? Мальчик: Андрюша. Я. Консультант: ну, Андрюш, ну ты видишь ситуацию, я тебя умоляю, ну спроси завтра что-нибудь трогательное. Мальчик: дядь, можно я пойду? Стоять! Ты спросишь у него, там, кем вы хотели стать в детстве? Так, нет, про это не надо. Ладно, ничего не будешь спрашивать, просто скажешь: запоминай.
Скажешь, я хочу заниматься спортом. Хочу заниматься спортом. У нас в деревне ни одного спортивного кружка. Он тебе скажет, Андрюша, спортивный кружок у вас в деревне будет завтра. Дзюдо и горные лыжи. А откуда вы знаете, что он ответит? Я тебя умоляю, Андрюш, не трогай меня. Ладно, просто запоминай. Он скажет про лыжи. Ты скажешь большое спасибо. Потом президент пошутит. И попросит тебя передать привет папе с мамой. Мальчик, правда? Когда я врал, Андрюша. А может, папа ему потом позвонит? У вас тут что, телефон есть? Да, есть на почте. Отлично. Вот пускай потом папа идет на почту и звонит. А по какому телефону? А вот это, Андрюш, без разницы. Президент у нас все слышит. Я написал гимн в 2007 году. По-моему, это лучший вариант российского гимна, ей-богу. Он удовлетворяет всем базовым, так сказать, установкам: православие, самодержавие, народность. Народности там столько, что девать некуда. Гимн написан на музыкальную тему «А мне чё, а мне ничего, я плюю через плечо». То есть, максимально народное. Я петь не буду, не бойтесь, я продекламирую. Наш папаша троглодит, нас никто не победит, и от крови не отвадит, и не переубедит. Чем квадратней колесо, тем приятней без руссо. Напомадили Иисуса и помолимся сосо. Полустанок Третий Рим, позарос травою трын, шпалы, скобы, путь особый, жалко тупиковый блин. Эти кости не вина, наш дел страна. $200 за баррель мы бы всех послали на. Нам из рощи не куку, мы и сами не гугу. Пусть кремлевские курсанты грянут слово о полку. Наше счастье вдалеке, наше русло в молоке, наши жены заряжены чумаком на холодке, наши дети в молодца, хрен стоит у холодца. Менделеева таблицу начинаем со свинца. Наш папаша троглодит, нас никто не победит, и от крови не отвадит, и не переубедит. Есть одно стихотворение Саши Черного замечательное. «Хочу отдохнуть от сатиры». Я уже упоминал, я с этого начинал, с этого эссе про Табакова и Шекспира, про свое поступление, про книгу, про альбом «22-й троллейбус и другие этюды», книга любви. Потому что я обнаружил под 60 лет, что книга ненависти написана многотомная, вот этот вот, значит, вся моя публицистика там с 80-х годов. А в любви так и не признался людям и местам, и событиям, без которых меня бы не было. И вот мы сделали этот альбом, 30 моих эссе, 30 дивных акварелей Иры Литманович. Сейчас я почитаю немножечко. Пароль и отзыв. Пушкин. В первые дни января какого-то далекого года мы с моей собачкой не спеша выгуливали друг друга по парку Сокольники. Навстречу по аллее шла женщина. Она улыбнулась мне и вместо «здравствуйте» сказала: «Мороз и солнце, день чудесный». И я рассмеялся, потому что за час до этого, раздернув шторы, сам себе сказал эти же слова. Мы говорим на языке, созданном им. В нас живут его строки и мысли, но даже те, кто не добрался до мыслей, знают про мороз и солнце. Вот же она и есть национальная идея, которую днем с огнем ищет третье поколение русской номенклатуры. Конечно, Пушкин, наша единственная скрепа, наш общий знаменатель, имя на котором сойдутся самые заклятые враги. Блаженна страна, которую будет вдохновлять не тоска по убийцам и не желание накостылять окружающим, а наш Александр Сергеевич, его веселое имя и литература, которой он дал дыхание. О, какая это будет страна! «Мороз и солнце», зачитает по экзаменационной карточке нестрогий чиновник Федеральной миграционной службы. Если проверяемый ответит без запинки «День чудесный», ему сей же час дадут вид на жительство. Человек, знающий имена сестер Лариных, получит гражданство. А такому,
который вспомнит, как звали сестер Прозоровых и сколько на самом деле было братьев Карамазовых, такому и только такому разрешат избираться в органы власти. Только так, а остальных депортировать, и будет нам счастье. Для человека моего поколения, конечно, невозможно было не признаться в любви Бетлам. Yesterday. Советская власть погибла, конечно, от собственной тупости. Тупость эта была вполне рукотворной. Просто если очень долго выпалывать все живое, то однажды на самом верху прорастет черненка. И вокруг заколосится все то же самое. Под конец матушка Софья Власьевна была несовместима уже не только с частной собственностью, бог бы с ней, но вообще ни с чем, кроме себя самой. Она была несовместима с жизнью. Ну вот, например, Бетлы. Слушайте, ну почему нам было их нельзя, а? Я бы даже сказал why. Потому что all you need is love, ну love. Но это же не страшно. Это же не требование прекратить оккупацию Праги, случившуюся в год выхода белого альбома. И это же, немного подумав, можно было как-то приспособить по линии общегуманистических ценностей, свойственных развитому социализму. Isn't it? А? Или вот другой случай. Чувак полюбил Мишель. И даже, о ужас, хочет ее. В чем проблема? В повести Гладкова «Цемент» кто-то читал. В повести Гладкова «Цемент» подробно описаны эротические позывы строителей коммунизма. Остальным почему нельзя? Или вот еще оригинальная история. Ушла от парня девушка. Вчера как раз ушла, yesterday. Помните, не то сказал ей что-то. И парень потерял радость жизни, хочет вернуть вчерашний день. Где антисоветчина-то? Можно, конечно, попробовать возбудить этого парня строительством коммунизма. Но он как на грех живет в Ливерпуле. Ну, может, пускай погрустит, раз такое дело. Ну, кому мешало? А то решили уехать всем коллективом на желтую подводную лодку, сбежать. Ну, не ведь с БАМа же, товарищи, а? Просто так. Или даже, если подумать, от ужасов капиталистической жизни, а? Ну, если подумать, а? Все равно нельзя. Ну, тогда сдохните, наконец. Если у вас, дураков, вообще ничего нельзя. Время, честный человек, сказано у Бомарше. Давно сгнили миллионные тиражи советской ботвы. Давно нет идеологического отдела ЦК КПСС и песен про БАМ и тебе половину, и мне половину. Ничего этого нет и не будет больше никогда. А желтая подводная лодка есть, и Мишель желанна, как прежде, и all you need по-прежнему is love. Та-та-та-та-та-та-та. Везение, я уже говорил, мне повезло в жизни. И, знаете, это Де Ниро, кажется, сказал, что если зачем-нибудь имеет смысл стать звездой, то только для того, чтобы ты мог позвонить другой звезде по телефону. И мне, конечно, повезло, и куклы, и некоторые там известность, которая пришла, замечательных людей мне выносила судьба. Как подавать пальто и другие правила. Писать про Зиновия Герта – занятие обманчивой легкости. К вашим услугам десятки обаятельных баек, благодарная ностальгия миллионов, покоряющий тембр голосом. Он был всенародно любимым зямой и отдавал нам на откуп эту масочку. А был при этом человеком драматического сознания и очень жестких правил. Торжеству этих правил и была посвящена его жизнь. История пощечины, которую он, маленький безвестный еврей на костылях, дал в подмосковном послевоенном шалмане, в толпе, разгоряченной своим правом на подлость и насилие, одна из главных историй этой великой судьбы. Его в тот день спасло просто чудо. Обаятельных актеров с хорошим тембром голоса, видит Бог, хватало на нашем веку, но как мало было тех, кто готов погибнуть за честь. Герт был готов. В батальонной разведке, в
в антисемитском шалмане 50-го года, в октябре 93-го. Его правила в поведении были всегда очень ясными и малокомфортабельными для окружающих. Он сам подкручивал колки, чтобы не понизить тона. Встретив как-то на Пахре соседа по даче, известного советского писателя, он сам окликнул его для уточнения, подписывал ли тот письмо в газете против Андрея Дмитриевича Сахарова. Ну, может быть, какая-то ошибка. Тот подтвердил, подписывал. И Герц сказал ему: «Разрешите с вами раззнакомиться». Так выстраивались правила. Правила эти, конечно, так и остались на периферии общественной нормы. И странно этому удивляться. Такой максимализм в любые времена попахивает экстремизмом. Ну ладно, все люди как люди. Ты что, лучше всех, что ли? И надо уметь не смутиться от этого вопроса и остаться в своих правилах. Но снизим тон. Меня Герт научил, как подавать даме пальто. Это тоже относится к числу забытых правил. Юного Герта правильной подаче пальто научил Всеволод Эмильевич Мейерхольд. И Герт настаивал в том, что его технология единственно возможная. Это вам не пальто накинуть. Тут целое искусство. Герт инструктировал так. Пока дама накручивает на себя свои платочки-шарфики, не стой в метре от нее с растопыренным пальто. Дескать, давай скорей, дура. Нет. Пальто смиренно прижато к груди кавалера, руки крест-накрест. Кавалер обнимает женское пальто, тактично обозначая свое счастье от одной мысли об объятии с предметом. Понимаете? Он весь наготове. И только когда дама накрутила свои платочки и шарфики, только в этот момент, ни секунды раньше, следует распахнуть пальто ей навстречу и вторым элегантным движением чуть снизу подсадить его на плечи. После чего, немного прижавшись к даме сзади, обняв ее, чуть-чуть прижавшись, следует нежно сверху вниз прогладить воротник у нее на груди. Герт утверждал, даме будет приятно. Я уточнил на всякий случай: Зиновий Ефимович, вы уверены, что даме это будет приятно всегда, а не только когда это делаете вы? Герт ответил, конспиративно понизив голос: надо пробовать. Теперь вы знаете все. Я уже говорил вам, да, про свое театральное прошлое. Когда я хочу по-настоящему растопырить пальцы, я вспоминаю, что я 7 лет преподавал в Щукинском училище в ГИТИСе такой экзотический предмет, который называется сцен-движение. Сцен-движение и драки, мордобой, поножовщина, фехтование, ну, сценический мордобой, разумеется. Это все было ко мне. Я ездил по бескрайней в ту пору стране, летом в Ташкент, зимой в Воркуту, на один день в Петропавловск-Камчатский. В общем, то, что надо. Волка ноги кормили. И я преподавал в ГИТИСе и Щукинском училище. И вот когда я хочу растопырить пальцы по-настоящему, я вспоминаю имена учеников, потому что это второй табаковский курс. Это Дуся Германова, это Алексей Серебряков, это Фоменки, это самый курс Фоменок, который стал театром. Были замечательные курсы. Ну и, конечно, зарабатывал я тем, что ездил по стране и ставил спектакли. Ой, пожалуй, я это расскажу. Однажды я ставил спектакль в Амхате. Да, это все ходы записаны, задокументировано. Когда был юбилей МХАТа, они вывесили афиши всех спектаклей. Где-то там петитом на малой сцене, там постановщик пластики. Этот спектакль не оставил большого следа в драматическом искусстве, но воспоминаний у меня очень много. Я должен был ставить некоторое танго с Петром Ивановичем Щербаковым и Ниной Ивановной Гуляевой, двумя народными артистами. Петра Щербакова советский народ помнит как Бубликова из «Служебного романа», да? Ну, те, кто постарше, помнят, да, комсомольцы-добровольцы. Петр Иванович Щербаков, замечательный, большой во всех смыслах артист, должен был танцевать танго, значит, с Ниной Ивановной Гуляевой. Щербаков не был Барышниковым совсем. Нина Ивановна тоже была не Плесецкая. И мне надо было, я придумал совсем-совсем простой рисунок на 8 тактов, танго такое, шаг-шаг, поворот, ну совсем простенькое. И они, в принципе, с какого-то раза начали попадать в ногу. Я опытным путем обнаружил, что на 4-й раз они попадают в ритм, они попадают в рисунок. Моя задача таким образом состояла в том, чтобы 4-й раз этот пришелся на спектакль.
То есть надо было 3 раза пройти перед этим на репетиции, и 4-й раз они тогда попадали. Они просто не приходили на репетиции. Это был 88 год, был распад уже в театре, они просто не приходили на репетиции. Я приходил один. И Щербаков говорил: маэстро, мы все, не волнуйся, мы все станцуем. Я говорю: ну, пожалуйста, я понимал, что чудес тут не бывает, это же мышечная память. Маэстро, мы все сделаем. И они танцевали, что Бог послал. На сдаче, он говорил, Щербаков говорил: маэстро, мы тебя не подведем. Когда Олег будет смотреть, Ефремов, на сдаче, когда Олег будет смотреть, мы все станцуем. Ничего не станцевали, станцевали, что Бог на душу послал. Я все это понимал заранее. Я сел прямо за спиной у Ефремова и, значит, съежился, чтобы меня не было вообще видно. И когда они затанцевали то, что они затанцевали, да, Ефремов в 11 утра, это было и так плохо, должен вам сказать. И Ефремов, когда увидел, что они танцуют, он сделал так. Он попытался найти постановщика пластики. Он понимал, что кто это сделал, вот то, что они там танцуют. Я просто спрятался. Щербаков при крупном телосложении был тонким человеком. Потом сказал: маэстро, ну ладно, ты не волнуйся, на спектакль-то мы все сыграем. Мы прибавим к премьере. Они действительно прибавили к премьере, но на танец это не распространялось. Тут чудес не бывает, мышечная память. И они станцевали опять, что Бог на душу послал, все мимо кассы. И я просто молча, как тень отца Гамлета, только я ничего не говорил, просто молча стоял за кулисами. И вышел с премьеры Щербаков, весь в цветах, это была финальная сцена. Он вышел и увидел меня. И я ему портил настроение. Он каждый раз выходил, и я просто молча стоял, уже ничего не говорил. Через какое-то время он подошел ко мне, взял вот так больно за локоть и сказал: маэстро, не приходи. Сказал он: когда ты приходишь, мы волнуемся. А когда тебя нет, мы танцуем хорошо. Овации начинаются, спектакль останавливают. Не приходи. И крепко сжал мне локоть. И я понял, что я потерпел поражение, я перестал приходить. А спустя несколько месяцев я иду по Камергерскому и вижу афиша: сегодня этот спектакль. И времени 9 вечера, как раз конец спектакля. Значит, я решил, вот, чистый эксперимент. Они не знают, что я в театре. И я тихонечко мышкой, не через зрительское фойе, чтобы меня никто не видел на сцене, прокрался в зал. И когда заиграл патефон, у меня даже сердце забилось. Я подумал: вдруг, сейчас я увижу. Ничего не вдруг. Все мимо кассы, как полагается. И я быстро за кулисы. И выходит Щербаков со сцены, видит меня и говорит: о, маэстро, а я думаю, что мне сегодня мешает? Когда Павлюк уже стоял на табуретке с петлей вокруг тощей кадыкастой шеи, ему явился ангел и сказал: Павлюк. Павлюк оглянулся. В комнате было совершенно пусто, потому что ангел – это не холодильник Саратов, его сразу не видно. Так, некоторое сияние у правого плеча, и все. Павлюк, повторило сияние, ты чего на табуретку встал? Я умереть хочу, сказал Павлюк. Что вдруг? Поинтересовался ангел. Опостылило мне тут все, сказал Павлюк. Ну уж все, не поверил ангел. Все, отрезал Павлюк и начал аккуратно затягивать петлю. А беленькой 200, спросил ангел. На рыбалке, а? Ну, если разве под картошечку, сказал Павлюк. Ну, согласился ангел, с укропчиком в масле. Селедочка ломтиком, лучок колечком. Павлюк сглотнул сквозь петлю. А пивка для рывка, продолжал ангел, на рыбалке, когда ни одной сволочи вокруг, с хорошей сигаретой. Павлюк прерывисто вздохнул. А девочки, не унимался ангел. Какие девочки? Какие? Такие, с ногами.
ты-то откуда знаешь? Спросил Павлюк. Не отвлекайся, попросил ангел. А в субботу с утреца банька, а в среду вечером Спартак. Чего Спартак, не понял Павлюк. Как чего? Футбол, Лига чемпионов. Неужели выиграют? Спросил Павлюк. Из группы выйдут, соврал ангел. Надо же, сказал Павлюк. И улыбнулся. Петля болталась рядом, играя мыльной радугой. Ты с табуретки-то слезь, предложил ангел. А то, как памятник, ну, прям неловко. Павлюк послушно присел под петлей, нашарил в кармане сигарету. Ангел дал прикурить от крыла. И что, теперь на работу? Спросил Павлюк. На нее, сказал ангел. На нее. А потом что? Ты опять домой? Есть варианты, оживился ангел. Ну хорошо, сказал Павлюк, ну хорошо. Но смысл? Смысл? Какой смысл? Не понял ангел. Ну хоть какой-нибудь. Зачем? Ну как же, сказал Павлюк. Ну, без смысла-то жить нельзя. А, сказал ангел. Понятно. Вешайся. Вешайся и не морочь людям голову. Баллада об авокадо. Ее читает Филипенко, но он ее пересказывает своими словами. Ну, ему можно. Баллада об авокадо. Когда услышал слово авокадо, впервые в детстве, нет, когда прочел его, наверное, у Хемингуэя или Ремарка, или у Майнрида, уже не помню, в общем, с тех вот пор, я представлял тропическую синь и пальмы над ленивым океаном, и девушку в шезлонге, и себя у загорелых ног, лениво и неторопливо пьющего кальвадос, а может, кальвадос. Я представлял у кромки гор немыслимый рассвет и черно-белого официанта, несущего сочащийся продукт экватора, нарезанный на дольки, нежнейший, бесподобный авокадо. С тех пор прошло полжизни. Хэм забыт, кальвадос оказался просто водкой, на яблоках обычный самогон. Про девушек я вообще молчу. Но авокадо, Боже, авокадо не потерял таинственнейшей власти над бедной обманутой душой. И в самом деле, в наш циничный век, когда разъеден скепсисом рассудок, когда мамоной души смущены, потерян смысл и врут ориентиры, должно же быть хоть что-то, наконец, нетронутое варварскую ценкой. И вот вчера я увидал его в смоленском гастрономе. Он лежал, нетронутый, по 10 000 штук. Но что же деньги? Деньги только тлен. И я купил заветный авокадо, нежнейший фрукт, и с места не сходя, обтер его и съел. Какая гадость! Спасибо. У меня, как тоже у человека пишущего, у меня к вам такой вопрос. Какая у вас точка входа в ваши произведения? С чего они начинаются? Вот где начало той ниточки, да, за которую вы беретесь и начинаете раскручивать? Потому что у меня вот по-разному бывает. Ой, бывает, что со строчки какой-то просто начинается, какой-то услышанной фразы. Вы знаете что, я как та сороконожка, которую спросили, где находится ее 17-я левая нога. Да, когда очень хорошо понимаю. Но пятая правая делает шаг, она разучилась ходить. Есть тексты, про которые я помню такой первый импульс, какой-то образ или какая-то, так сказать. А бывает, что все это выясняется, бывает, что не знаешь, чем закончится сама коллизия. Вот как в рассказе про Павлюка и ангела, я не знал, чем закончится. Меня потянула ситуация, вот как бы этюдным методом, как актеры, да. Это вышло, то есть я не знал.
Это самый счастливый случай, когда ты не знаешь, ты не идешь по схеме какой-то, а когда ты идешь за героями, когда характер героев тебя куда-то движет. Если бы вы знали, какую штуку выкинула сегодня моя Татьяна, да, как Пушкин писал. Да, вышел замуж за генерала, да. Шел в комнату, попал в другую. Это счастливейший случай, действительно удачный случай. В неудачном случае существует схема, по которой ты идешь, и дальше, повторяю, я чаще всего я не помню. Это может начаться с какой-то частной шутки, с какого-то характера, это может быть какой-то характер. Но тут у меня нет никакого ни рецепта, ничего. Просто в счастливые дни оно само, а в несчастливые дни, особенно когда там работаешь, как я работал на телевидении, когда нужно к среде вечера должно быть 8 страниц текста смешного. Это такая вещь немножко затратная. И это не всегда получается. А в счастливом случае оно само. Вы знаете, что общего между вами и Путиным? Я знаю, что этим закончится, хорошо. Знаете что? Попробуйте. Рассказ про крысу. Про загнанную крысу он рассказывал. Нет, я не думаю, что это совсем... Вообще, общий знаменатель всегда можно найти. Когда убивали компанию НТВ, то убивали ее, конечно, не только за куклы и не только за крошку Цахиса. Я писал об этом, там было несколько требований, и требование убрать Путина из кукол было третьим. Первые два были гораздо более сущностными. Это от нас требовали изменения информационной политики по Чеченской войне. Мы должны были начать поддерживать телекомпанию НТВ Чеченскую войну и прекратить расследование коррупции в Кремле. Я видел эту бумажку после встречи Киселева с Волошиным, из администрации Кремля. Конспект я видел своими глазами. Первое лицо должно было быть убрано. Но это было все-таки третьим пунктом. Там были более сущностные. Вы знаете, я вспоминаю сейчас, когда вышла программа «Куклы», я, не видя вас еще живого, а только в титрах, я думала, что вы совершенно сумасшедший, самоубийца. И сейчас у меня к вам вопрос. А что вообще вас по жизни двигает, поддерживает? Потому что прошло столько лет и столько событий, мы их даже не перечисляем. А вы все такой же. Я не думаю, что... Спасибо за добрые слова. Я не думаю, что я такой же. Я точно другой. Мессианство ушло. Это юношеское, о котором я рассказывал. Впечатление, что я должен что-то рассказать, и мир изменится. Это во мне было. Я был очень наивный человек. И абсолютно мессианское. Это то, что у Толстого называлось энергия заблуждения. Просто Толстой счастливейший случай, у которого эта энергия заблуждения, с которой он прожил до конца, до 9-го десятка жизни, он сохранил эту энергию заблуждения и убежденность в том, что его слово продолжает менять мир. В каком-то смысле он оказался прав. Его слово не то чтобы изменило мир, но без него было бы заметно хуже. У меня все-таки к 30 годам мессианство прошло. Куклы я писал, как, 94-й, мне было где-то с 36 до 42. Это был драйв. Это было ощущение, что, в общем, мы участники. Мы не комментаторы, мы участники. Это двигало очень сильно. Драйв был, и было ощущение, что мы участники процесса, что от сказанного слова что-то было свобода слова и федеральное телевидение, и десятки миллионов телезрителей. И было ощущение, что ты действительно что-то можешь. И действительно, остановили же войну, 1 миллион подписей против Первой войны, которую Немцов привез в Кремль, а НТВ показала это, Это же действительно что-то меняло, можно было. И это, конечно, сильнейший наркотик, это ощущение, что что от тебя что-то зависит. После разгрома НТВ еще мы не были закрыты, когда я очень хорошо помню день, когда я понял с некоторым облегчением, что мы проиграли эту борьбу, и что спортивный момент ушел, то есть кто кого. То есть ясно, что нас затопчут, мне это было ясно довольно скоро. И я вдруг понял, потом я это услышал от прекрасного Льва Семеновича Рубинштейна, эту формулировку:
Задача не испортить некролог. Задача изменить страну нет, уже понятно, что весовые категории несопоставимы. И я бьюсь головой в эти Спасские ворота, и ясно, что голова деформируется гораздо сильнее, чем ворота. Мне было понятно, никакой вот тут уже иллюзии там, к нулевым у меня не было ни... И когда очень многие говорили про... Да ладно, сейчас, завтра его не будет. Я это слышал, начиная с Курска, после Курска. Да ну ладно, какой Путин? Через там, 2 месяца его не будет, через год его не будет. Я очень хорошо помню, что я прекрасно понимал, что это очень надолго с самого начала. Но отчасти нам повезло, потому что я видел его вблизи, и это был, так сказать, встреча Путина с журналистами НТВ, я был одним из этих 11. Потому что телевизор укрупняет немножко, телевизор делает человека значительнее. Я по себе знаю. Делает человека значительнее, он такой, значит, из телевизора он такой какой-то важный. А когда ты видишь человека вот так, живьем, то ты просто видишь этого человека, и мне было достаточно одной встречи 29 января, как сейчас помню, 2001 года, 3 часов, проведенных в одной кубатуре с Путиным, мне вполне хватило, чтобы понять, с кем мы имеем дело уже совершенно окончательно. Что это отморозок, было понятно. Вот это просто было совершенно очевидно. Циничный, так сказать, отморозок. И поэтому, когда вроде неглупые люди хватаются, потом, что раньше был какой-то хороший Путин, а потом он испортился и перестал их слушаться. Вот до такого года был хороший Путин. И у каждого свой год. Вот до 2003-го, нет, до 2008-го он был, нет, он был, кто-то там во время Крыма только очнулся, а кто-то только в 22 году. Надо же, какие открытия. Мне было все это понятно. Что меня держит? Вы знаете, я мальчик с хорошей семьи, все-таки, если говорить об идентификации, то я сын своих родителей. Акуджава там выступил против там, травли, условно говоря, Сахарова. Ему рассыпали тираж книги, не пустили в Польшу, а запретили пластинку и так далее, так далее. И какой-то куратор партийный, который симпатизировал Акуджаве, спросил: ну, Булат Шалович, ну зачем? И Акуджава сказал: вы знаете, сказал, я вас вот вижу первый раз, а мне свое лицо в зеркале видеть каждое утро. Не хочется, чтобы было противно видеть свое лицо в отражении. Вот, собственно, вот весь приоритет. Да, родителей давно нет, но укоризненное лицо мамы я могу себе представить, да, и отвернувшегося отца я вполне могу себе представить. Поэтому никаких иллюзий, что я сейчас что-то вот как с этой крысой, что я сейчас напечатаю, вот надо напечатать это, и все прямо разрыдаются, и мир изменится. Ничего он не изменится, конечно. Вот, но просто делать, что можно. А кроме того, если раньше было, повторяю, ощущение, что можно что-то изменить своим текстом, то сейчас я понимаю, что какой-то юмор, такое смягчение. Лучшая похвала, которую я себе слышал, и слышу довольно часто, это когда мне говорят: вот вы знаете, вы сказали то, что я думаю. Особенно, когда ты в маргиналах, а я-то это прошел по полной программе, особенно после Крыма, когда от меня отвернулись, в общем, даже очень довольно близкие люди, решили, что я сошел с ума. Как одна грандама говорила: у тебя что-то личное с Путиным. Ты просто не можешь ему простить своих потерянных зарплат телевизионных. Что-то личное. Парфенов тоже мне говорил, помню: у тебя личное что-то к нему? Что такая интонация? Как бы холоднее, такое, да. Работа, что такая личная? Если говорить о цели работы. Вы знаете, есть такая замечательная журналистка Юлия Мучник из Томска, ТВ-2, последняя свободная телекомпания в Томске. Ее закрыли всего несколько лет назад. Они держались дольше всех. Одна из лучших телекомпаний России. Томская ТВ-2. Свободное телевидение. Я имел честь вручать ей премию ТЭФФИ за лучшее интервью. Юлия Мучник выиграла у Познера, да, в номинации интервью. После Нордоста я сделал программу, и у нас еще было телевидение. Я сделал программу, и так получилось, что мы уехали с женой в Италию. Мы давно планировали неделю каникул. Я сдал программу и уехал в Италию. И мне начали звонить, когда программа вышла в эфир, посвященная разбору Нордоста, моя программа «Бесплатный сыр». А я там, так сказать, сформулировал кое-что про то, что произошло.
А вы же помните, победа спецслужб, блестящая победа спецслужб, операция, Пахрушев, герой России, все герои России, блестящая операция спецслужб. Сотни трупов и блестящая операция спецслужб. И это продолжалось неделю. И я сделал программу, уехал в Италию, мне звонят, когда вышла программа. А ты где? Я говорю, в Италии. Все говорят, То есть все были уверены, что я напоследок это сделал, значит. И уехала. Я говорю, ну да, уехал, вернусь. И позвонила мне Юлия Мучник, вот мой товарищ, журналист. Витя, какое счастье, сказала она. Я ведь целую неделю думала, что я сошла с ума. Ну, потому что ты видишь своими глазами то, что ты видишь, а кругом блестящая операция, и ты думаешь, что с тобой что-то не так. И то, что я даю людям совпасть со своим мнением, и, может быть, люди, загнанные в маргиналы, а трудно в маргиналах быть, я это по себе очень хорошо знаю, трудно, когда 100 человек, когда тебе все вокруг говорят, ты сошел с ума после Олимпиады в Сочи. Ты сошел с ума, что ты пишешь? Путин, Гитлер, да, агрессия. А я написал слово аннексия за 2 недели до Крыма. Я не знал ничего про Крым. Слово аннексия прозвучало. Ты с ума сошел. И когда мне это говорили вполне либеральные люди, там, хорошие, и ты, все-таки, когда 100 человек говорят тебе, это известный эксперимент, когда ребенку давали, подговаривали 9 детей сказать на квадрат круг. Вот это какой формы? Квадрат, а в руках круг. И когда 9 человек подряд говорят, что это, значит, квадрат, а не круг, то 10-й говорит то же самое. Очень трудно не согласиться с 9, хотя ты видишь своими глазами. И вот это, мне кажется, смыслом моей сегодняшней публицистической работы. Люди понимают, что это не они сошли с ума, что вот еще есть какое-то количество людей, которые видят так же, что если против тебя большинство, это не значит, что ты не прав. Самое главное право, которое я завоевал себе, я не могу делать то, что я хочу, но я имею полную возможность не делать того, что я не хочу. И это такое счастье оказалось. Вот возможность встать и выйти из-за стола, вот я никому ничего не должен. Это меня Гусинский навел на эту мысль. Он однажды позвал меня посмотреть вместе с собой программу «Куклы». Я сразу заподозрил недоброе. Он хотел мне показать, так сказать, реакцию на нее. И вот заканчивается программа, она была про Примакова, 98 год. И еще титры шли, раздался звонок. Гусинский говорил, и так каждый раз. Вот еще титры идут, начинают звонить персонажи. И он снял трубку, и голос Примакова в трубке бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сразу после провода бу-бу-бу, возмущенный голос Примакова. И Гусинский, а Примаков же не знает, что я тут сижу, говорит ему, Евгений Максимович, ну он сумасшедший, ну правда, я ничего не могу с ним сделать. И подмигивает мне. Я сначала хотел обидеться, а потом подумал, опа, какая подсказка. И я начал симулировать безумие, симулировать невменяемость. Вот Лена помнит, да? Как я симулировал невменяемость. Никаких сепаратных переговоров, никаких, ничего, все будет, все завтра. Злой мальчик чеховский, все видел, все расскажу. И когда закрывали НТВ, мне они не посмели сделать никаких непристойных предложений. Меня не звали на ужин с Йорданом и Митковой, не предлагали денег. Они понимали, я немедленно все расскажу. Никаких сепаратных переговоров, никаких тайн. Роль невменяемого, она дает мне возможность, счастливую на старости лет, я никому ничего не должен. Я никому ничего не должен. Если мне хочется выйти из-за стола, я встану и выйду из-за любого стола. Я не за любой стол могу войти, и много чего я бы делал. Мои бы пьесы шли, наверное, там, да, их хотели играть Басилашвили, Любшин в Амхате, Басилашвили в БДТ, там, хорошие актеры хотели играть мои пьесы, Табаков. Да? Пьесы не ставятся, там, это. То есть я не все могу, но зато я могу не делать того, что я не хочу. И это очень полезно для здоровья. Я себя чувствую хорошо в связи с этим. Напоследок я прочту первый текст, который был написан после моего изгнания. У меня не было никакой эмиграции. Эмиграция – это когда человек решает жить не там, уехать куда-то и жить. Весь мир, да, Джойс
Джойс в Париже, там, да, как угодно, Хемингуэй на Кубе. Это не иммиграция, это ты решил поехать где-то жить снаружи от своей родины, 21 век. В моем случае это было бегство. 30 декабря 21 года в Будапеште я приехал к семье, я польский дедушка, у меня 2 польских внуков. Мы приехали повидаться на Новый год с дочкой и внуками. И 30 декабря в один день я обнаружил себя и иноагентом, и фигурантом 6-го по счету уголовного дела, вот Пригожинского уголовного дела. И хотя меня по этой статье уже судили, статья 128 Лена, часть 5, клевета, тут юристы есть, не дадут соврать. Но меня судили в медведевские межеумочные времена депутат Абельцев, которого я назвал животным Еху. Это из Свифта, негодяй, охранник Жириновского, 5-кратный депутат Госдумы. Жириновский его для потехи сделал депутатом. И я его назвал животным Еху, когда он напал на Людмилу Михайловну Алексееву. Его хунвейбины забросали тухлыми яйцами Алексееву. Я его назвал животным Еху. Это из 4-й части Гулливера. Такая злая пародия на человеческий род. Депутат Свифта не читал, на животное обиделся, позвал меня в суд. Суд проходил на Зоологической улице в Москве. Придумать это нельзя, Пресненский суд. И я 2 года ходил на Зоологическую улицу, чтобы выяснять, животное или депутат Абельцев. Выяснили, что животное. Сейчас его задержали, кстати. Я говорю, со мной не надо связываться. Сейчас его арестовали. Но он бандит, его можно было сажать еще в 92 году. Он бы сейчас только вышел. Вот. А так он сейчас сел. Так я к чему говорю? Статья та же, клевета, но времена мне сказали другие, и я не отделаюсь, так сказать, походом в суд. Сразу домашний арест или СИЗО, еще до войны. Мне сказали адвокаты не возвращаться. И я остался. И через пару недель после того, как я обнаружил себя вот так вот просто куда-то бежавшим, я написал первый текст, который называется «Как я теперь живу». Я собрал в кучку, так подытожил свои отношения с родным государством. Текст состоит фактически из цитат из того, что я слышал про себя от родного государства. «Как я теперь живу?» Живу я неплохо. Просыпаюсь поздно, потому что спешить некуда. Россию уже продал, и деньги еще есть. Еще полудрема колеблет границы новой реальности, а в мозгу сама собой по привычке начинает ворочаться какая-нибудь трусофобская дрянь. Не принизит ли, например, думаю, подвиг советского народа, Великой Отечественной? Или уж додремав, начать сразу с ревизии нашей прекрасной истории в целом? Но к первой чашечке кофе с малиновым круассаном, если просыпаюсь в Париже, или бейглом с сыром Филадельфия, если доведется размежить веки поближе к Филадельфии, приоритеты проясняются, и я, не теряя времени, сразу приступаю к оскорблению ветеранов. Дело это, надо вам знать, требует недюжного мастерства и звериной ненависти к России. Но всего этого у меня навалом. И к полудню ветераны бывают оскорблены поименно. Особенно те из них, которые пачкали пеленки, когда я по возрасту выходил из комсомола. Если кто-то думает, что это шутка. Главе движения «Ветераны России», который потребовал для меня 7-го уголовного дела, ему 44 года. Не знаю, что он ветеран, ну, ветеран. Ближе к обеду я, как правило, оправдываю нацизм. Нацизм, как теперь хорошо известно, особенно близок к моей душе, и я счастлив, что могу, наконец, не скрывать этого. Я включаю для настроения Вагнера. Особенно я люблю заниматься этим делом в Израиле. Там моей нацистской душонке не так одиноко. Когда нас, любителей Гитлера, собирается вместе 10 человек, это называется миньян. В этом месте текста видно, где сидят евреи. Мой обед вкусен, а послеобедный сон сладок. Мы гуляем в нем рука об руку с моей любимой Мадлен Олбрайт и расчленяем Россию. Я просыпаюсь в слезах от счастья.
в этом размягченном состоянии особенно хорошо дается мне распространение заведомо ложных сведений с непременным осквернением памяти павших. Как никто умею я сопрягать словоблудие с аморализмом, и странным было бы не воспользоваться этим в обстановке полной безнаказанности. Ближе перед закатом, когда прощальный свет умиротворяюще льется на ступени Капитолия, я люблю пройтись по берегам Потамака, чтобы в районе ЦРУ получить инструкции на ночь. Как правило, выбор моих заокеанских хозяев колеблется между разламыванием скреп и дискредитацией миролюбивой политики Владимира Владимировича Путина. Я не могу отказать им в этой малости. В конце концов, мы делаем одно большое грязное дело. Вечерний чай с заслуженными печеньками от Газдепа остывает на столике у кровати. Вдохновение, накатывающее на меня в этот час, не терпит отлагательств. О, этот сладкий миг, о, любимейшее занятие! Не трогайте меня, не отвлекайте на сексизм и педофилию, все потом. Я занят, я клевещу. Я называю ворами и убийцами лучших, честнейших людей моего Отечества. Я нахожу какие-то особенные слова для каждого из них. Я не успокоюсь, пока не опорочу Отечество в целом. Не засуну скрюченные пальцы во все язвы его, не расковыряю до крови его святую старину. Только тогда придет, наконец, недолгий покой к продажной моей душонке. Только тогда старина Морфей ударит меня, наконец, по маленькой злобной голове и отрубит до утра. Я проснусь поздно, когда все люди доброй воли в этом месте нигде не смеялись до сих пор. Только в Риге. Замечательно. Я проснусь поздно, когда все люди доброй воли уже давно трудятся на благо мира и прогресса. Проснусь и буду лежать в слабой полудреме, мучительно пытаясь вспомнить, где нахожусь, в какой именно части света и как далеко от Родины прячусь я сегодня от народного гнева и справедливого российского суда. Спасибо. Смотрите. Спасибо вам. Спасибо.